Едем мы вчера по парку в Железноводске, а дед нам вслед кричит: зачем вы это делаете? Я задумался, а зачем мы это делаем? Но я думаю, что электроскейт, как, наверное, и сноуборд, дает ощущение полета, дает нам, людям, которые привыкли ходить ногами, ощущение полета. И, наверное, ради этого мы это делаем. И здесь, в Кавказских минеральных водах, это ощущение еще более сильное. Потому что одно дело летать над бетонными кварталами однообразного в городе. Другое дело летать над красивой природой. И здесь мы посетили несколько парков, прекрасных зеленых зон с огромным количеством пешеходных дорожек. И я считаю, что для электроскейта это прямо Мекка. Прекрасный климат, красивая природа, горы. Первый день очень удивил. Не ожидал я увидеть такого. Мы все-таки ехали, думали, что это солнечный Кавказ. Вот, но все было очень неожиданно и очень туманно. Вот. И при этом очень красиво. То есть фотографии, которые мы потом увидели, это было, конечно, офигеть. Я считаю, с погодой повезло. Но вообще, как говорят, у природы нет плохой погоды. И особенно первый день, когда мы катались прямо в облаках, он дал ощущение загадочности, позволил создать таинственную картинку. И вообще даже такого катания в тумане ни в одних съемках еще с электроскейтами мы во всяком случае не видели, поэтому получились отличные кадры. Когда мы приехали в первый день, и я открыл прогноз погоды, я сразу счах, потому что я знаю, что если в горах плохая погода, то все, это будет дождь, это будет слякоть, это невозможно кататься. И на примере то, что когда я катался на обычной доске, ну, вообще невозможно кататься, потому что сцепления с дорогой нет, и ты никогда же не тормозишься. Но мы все-таки решили поехать на досках, на электродосках, подняться на Машук, там был просто дичайший туман. Мы спустились, и было сцепление с дорогой, было комфортно ехать, да, были штаны грязные, но была такая красота, был настоящий Silent Hill. И самое главное, то, что мы ехали на электродосках, и они даже не пострадали.
Если честно, для меня это такой большой флешбэк, потому что ровно 10 лет назад я катался на этих родных спотах и продвигал именно классический даунхилл скейтбординг. Мы катались просто на обычных досках, учились делать слайды, тормозить, и это было настолько прикольно и классно, что я понял, что я буду этим заниматься и в дальнейшем. И после того, когда я переехал в Москву, мне не хватало этих серпантинов, гор, и я понял, что электродоска — это что-то новенькое, что-то интересное, и когда я встал впервые на электро-лонгборд Evolve, это был GTR, я так проникся, я понял всю эту мощь, всю эту скорость, и что для города это офигенно. И когда я ездил домой, я катался на классическом доске, потому что не привозил туда доску, и думал всегда, как же круто будет, если мы приедем сюда и покатаемся на электродосках, потому что, местность супер идеальная, офигенные горы, офигенные спуски, классные виды. Ну вот, наконец-таки, моя мечта реализовалась, мы приехали в Пятигорск, в мой родной город, посетили мои любимые споты, съездили в долину Нарзанов, конечно, там была погода супер ужасная, но горы есть горы, и тут не угадаешь с погодой, но в любом случае мы как поймали такие туманные дни, так и солнечные дни, и в принципе всем все понравилось. Я был очень сильно удивлен городом Железноводском, потому что там сделали офигенный парк, в мое время там его не было, и больше всего мне понравилось то, что там есть такая протопленная тропа, которая идет на самую вершину горы. Но мы, конечно, ее не все проехали, потому что некоторые из нас решили кататься на клаудах, а у всех были тэшки. Поэтому я, скорее всего, до конца лета ставлю доску здесь и еще покатаюсь по этим местным спотам, разузнаю прям все-все-все досконально. И, если честно, у меня опять вот этот появился запал, когда ровно 10 лет назад мы с ребятами первые искали споты, называли их, эти споты, а теперь я также на электродоске катаюсь здесь и узнаю что-то новенькое. Очень интересно было, и был день катания в облаках, был день катания практически под дождем за городом на природе. И забавно, мы ехали, и ребята нам показывали, говорят, вот видите, в тумане там должен быть Эльбрус, а вот тут в тумане должен быть такая гора. А вот посмотрите фотографию, вот здесь вот оно вот так вот. Поэтому мы места посетили, но особо ничего не видели, поэтому есть повод однозначно сюда вернуться. Когда мы катались вместе с ребятами, мне было максимально удобно, потому что я привык к такой скорости, плюс у тебя уже есть тормоза, что просто убирает множество факторов страха, потому что когда ты катаешься на обычном лонгборде, то у тебя торможение — это твои слайды, твоя техника, это может быть стендап, это может быть Coleman слайд, а здесь у тебя, по сути, есть тормоз, газ. И когда мы ехали с ребятами, я боялся только из-за них, потому что для них это горы что-то новенькое. Они не катались именно по серпантинам, не катались по таким спускам резким. Они просто гоняли вот по паркам в Москве, в Екатеринбурге. И вот мне было интересно, как они почувствуют эту скорость, почувствуют драйв, потому что, несмотря на то, что если у тебя есть даже тормоза в руке, все равно нужно контролировать скорость и не поймать эту воблу и держаться на скорости. В начале нашего спуска первого был инцидент, почти такой достаточно опасный, но ребята справились, поэтому перекатались, и в дальнейшем самое главное, что никто никак не пострадал, и это самое главное. Прикольно, прикольно, блин. Да. Все, теперь я тоже лонгборд захотел уже.
для меня вообще катание в горах это достаточно ново, поэтому я не скажу, что я здесь прям на все 100 там жал газ в пол, потому что все-таки, ну, горы это такая штука, они не прощают, особенно когда ты едешь вниз. Поэтому, конечно, я аккуратничал. Но когда у тебя, да, нет людей вокруг, то это классно. Ты как-то сам наедине с собой, с друзьями, с которыми рядом едут. И никто не мешает тебе, ты никому не мешаешь. Это, конечно, здорово. Но отличие сильное. Ну, в городе я тоже люблю кататься, потому что мне нравится именно карвинг. Я всех всегда призываю относиться с уважением к окружающим, к пешеходам, потому что это люди, которые все-таки идут, и они у себя, а мы у них в гостях, можно сказать, когда мы на доске. С вызовом-то, конечно, столкнулся, со страхом столкнулся в какие-то моменты даже, потому что, ну, я понимаю, что я хочу нажать на тормоз, где есть, в принципе, возможность сжать газ. Мне хочется нажать на тормоз, потому что, ну, для меня это уже какие-то лимиты. И, конечно, хочется их преодолеть, хочется попробовать что-то большее. Для этого мы и ездим, для этого мы и пробуем разные места и разные рельефы, разные... Ну, ездим в эти путешествия, потому что ты каждый раз можешь себя попробовать, ну, преодолеть в чем-то. Катание в горах сильно отличается от города. Тут постоянные перепады высот, какие-то новые рельефы, камни, ямки. Тебе за этим всем приходится постоянно следить и быть начеку. В городе ты все равно, ну, я чаще всего езжу по одним и тем же маршрутам, я уже знаю там каждую кочку, каждую ямку. И ты прикатываешься, привыкаешь. Здесь ты едешь, ты получаешь какой-то совершенно другой опыт, тебе это... Ну, это новая картинка, смена обстановки, а это в любом случае совсем другие ощущения. И ты это запоминаешь. Большое спасибо Антону, как принимающей стороне. Показал много интересных мест. Сам своим примером показывал, как надо кататься. Потому что все-таки, я думаю, он один из самых сильных райдеров в России. Возможно, даже самый сильный.
я уверен, что это наш не последний тур, потому что мы поняли, что лонгбординг и даже электро-лонгбординг, он также плотно связан с горами, с природой, как и классический лонгбординг, как и даунхилл. Поэтому, я думаю, мы съездим еще и на Алтай, и в другие места, где можно кататься на доске, потому что лонгбординг не заканчивается только катанием по паркам, по городской местности. Это также и круто, и офигенно гонять и по таким горам. А самое главное то, что доски Wolf, они выдерживают эту нагрузку, выдерживают эту скорость, выдерживают эти спуски резкие. И как показала практика, вот мне очень сильно понравился наш момент, когда мы поднялись на самую вершину Машука, и у всех осталось по 2%, и мы такие, что делать, как нам спуститься, а машина стоит вообще внизу в городе. И когда мы просто спускались вниз на тормозах, доски зарядились, и мы еще смогли по городу проехать, и это очень круто. То, что доска в любой момент все равно тебя, она как бы не отключает от всего мира и не говорит, типа, все, теперь ты тащишь меня там на спине. Поэтому Evolve просто one love. Доски офигенные, показывают себя очень круто, офигенная комьюнити, и мы его будем качать в России тоже, чтобы было как можно больше райдеров и делать такие вот офигенные, крутые туры, чтобы можно было вместе кататься и продвигать индустрию электроскейтбординга, потому что это круто, это классно, это фан, и самое главное, это зрелищно и в то же время безопасно. Только разгоняюсь посильнее, все. Сюда надо ездить, и мы попробуем здесь сделать Electric Skate Weekend. И приглашаем всех владельцев Wolf к нам присоединиться. Будем кататься, будем весело, будем гулять, будем петь караоке, танцевать, веселиться, общаться друг с другом, говорить умные слова про пульты, потерю сигнала, задавать Жене Семенову неудобные вопросы про устройство электроскейтов. Ну, в общем, то, чем все занимаются, в общем-то, в наших чатах.